Банный корпус в Петергофе – это уникальный и очень большой музей, представляющий собой комплекс зданий, построенных в разное время. Он расположен в восточной стороне Монплезирского сада. Несколько строений банного корпуса были сооружены для императрицы Марии Александровны, супруги Александра II. Она страдала болезнью легких, и ей было предписано водолечение – контрастные ванны. В 1865 году архитектором Эдуардом Львовичем Ганном были созданы приемная Марии Александровны, туалетная императрицы, холодная ванная, горячая ванная, парная и выставочная комната. В туалетной императрице можно увидеть один из самых оригинальных интерьеров Петергофа. Особую атмосферу здесь создают ткани, которые делают оформление возвышенным и небесным. Туалетная Мария Александровна могла проследить за своей внешностью после водолечения, выпить чашечку чая. Водолечение начиналось в парной, затем она проходила в горячую ванну, после нее в холодную и только потом в туалетную комнату. Художественное направление, в котором оформлен банный корпус, в том числе и приемная, можно назвать историзмом. Художники, скульпторы и архитекторы в поисках нового обращались к опыту прошлого. В то же время мебель в приемной имеет новаторские черты, под обивкой появились пружины, а на передних ножках стульев колесики. В приемной посетители дожидались аудиенции, и дальше они пройти не могли. Холодная ванная – самое просторное помещение в этой части банного корпуса. Интерьер в ней интимный, не несущий в себе черты некоторой парадности. Одна из декоративных особенностей декора – падуга. Парные лепные кронштейны напоминают нам о вкусах первой четверти XVIII века эпохи Петра I, когда Петергоф был только основан. В стиле гризаль исполнена роспись падуги, имитирующая лепные детали. Углубление в полу, облицованное мореным дубом, и представляло собой ванну, которую Мария Александровна принимала в процессе водолечения. По звону ее колокольчика люстра душ начинала свое действие. В нижней части люстры можно рассмотреть небольшие отверстия. Действие этой люстры не было связано с общей водоподводящей системой дворца. Над ванной комнатой находился большой резервуар с водой, в который прислуга наливала воду из Финского залива. Стены горячей ванны были оштукатурены, что было необычным решением для второй половины XIX века. Ванна выполнена из мраморного монолита мастерской Паула Трескорня в Петербурге. От сквозняков место для купания закрывает прозрачная ширма. Над ванной висит картина, и с первого взгляда наличие живописного полотна кажется неуместным в горячей ванной. Но оказывается, пар повредить ее не мог. Эта работа была выполнена на императорском фарфоровом заводе и была устойчива к перепадам температуры и большой влажности. Температура воды в ванной составляла 36,6 градусов. Вода подогревалась в резервуаре с другой стороны стены, где работал истопник. Облицованная сосновой липовой доской парная представляет собой прекрасный образец русской бани. В ней можно почувствовать аромат липовых досок. Декор перекрытия парной не пострадал в военные годы, а можно визуально увидеть разницу между оттенками досок стен обновленными и досок перекрытия. Русская баня всегда считалась панацеей от многих болезней. На пологе находятся веники, а жар создавала печка-каменка, на которой уложены чугунные ядра. Такая традиция сохранилась еще с Петровской эпохи, когда в походных, в том числе шатровых банях, в печах использовались не камни, которые было нецелесообразно с собой возить, а такие ядра. В витрине парной можно увидеть одежду членов семьи Романовых, сохраненную в эвакуации. Иногда такие вещи ценятся больше, чем голландские пейзажи, поскольку их осталось немного. В начале XVIII века
Этот зал называли арабским залом или залом, где кушают кавалеры, а позже стали называть ассамблейным в память о Петровских ассамблеях. В центре ассамблейного зала находится большой стол, на котором стоит сервиз с изображением крупных цветов, созданный на императорском фарфоровом заводе. Дополняют сервиз стекло русской работы, фарфоровые фигурки в центре стола. Здесь за столом можно было пообедать и провести светскую беседу. Тафельдекерская. Зал подачи на стол. Блюда для стола оформлялись в соседней комнате, которая называлась Тафельдекерская. Немецкое название зала подачи. Стол, который здесь стоит, в XIX веке назывался сороконожкой. В развернутом виде он становился достаточно большим. На столе лежат телескопическая вилка с 3 зубчиками, которой можно было достать удаленный предмет, щипчики для выдавливания лимонного сока, щипцы для колки орехов, щетка и салфетки. Использование салфеток вел именно Петр I в начале XVIII века. За шкафом находится холодильник, который наполнялся льдом. Сами шкафы выполнены по эскизам Растрелли. На средней и нижней полках представлены предметы охотничьего сервиза Елизаветы Петровны. Один из них – сосуд для подачи икры, представляющий собой своеобразный небольшой холодильник. В соседнем шкафу на средней полке походные бокалы с увесистыми основаниями на случай качки в море. За ними бокалы с крышками для подогретых красных вин. Представлены утюги и специальный пресс для глажения скатерти. В витрине форма официанта. Официант должен был быть образованным, знать иностранные языки и этикет гостей разных стран. Готовили пищу в соседнем помещении, на кухне. Пол на кухне был достаточно холодным, и для удобства повара использовались тростниковые половики. Интересно, что рядом стоит раскладная кровать, поскольку венценосная особа могла пожелать поесть в любое время суток, и повару часто приходилось ночевать в банном корпусе. Огонь можно было развести прямо на кирпичной кладке пола. Пища для первых и вторых блюд готовилась на огромных таганах в медной луженой посуде. Плита кондитера отделялась от первой зоны стеной, чтобы к сладким блюдам не примешивался аромат первых и вторых блюд. На плите можно видеть оригинальные щипцы для приготовления вафель с гербом Российской империи. Традиция гербовых вафель началась еще во Франции, и позже она прижилась и в России. Идею шатровой вытяжки привез из Европы Петр I, что существенно изменило русскую кухню. Вытяжка забирала весь чад и копоть. Русская печь на кухне использовалась для приготовления традиционных блюд. На противоположной стороне представлены бутафорские овощи и тушки птиц, заготовки из мяса и рыба. Все выглядит так натурально, что кажется, будто повар заготовил их совсем недавно. Кофишинская комната. В Кофишинской комнате находятся бутафорские фигуры придворного повара с туркой в руке, его помощника и кота. На полке выставлена коллекция самоваров. Их коллекционирование становится особенно популярным в XIX – начале XX века. В углу мешок кофейного зерна. В шкафу сервиз с изображением птиц, выполненный русскими мастерами. Для фамилий – это здание, построенное при Петре I для отдыха гостей Петергофа. Гостевые комнаты выглядят достаточно скромными. Стены и потолок практически лишены декора. Для хранения одежды использовался шкаф. Это тоже нововведение Петра. До Петровской эпохи одежда хранилась в сундуках.
от традиционных русских ценностей напоминает православный образ в красном углу, а европейских достопримечательностей – цветные гравюры по обе стороны от окна. Любовь к Востоку проявилась в оформлении ширмы с китайскими сюжетами. Парная для кавалеров была построена при Екатерине II. В отличие от парной Марии Александровны, эта комната просторная, полок в ней огромный, по нему можно было взобраться наверх, где очень жарко. Справа угловой камин, на потолке над ним видны более темные доски, это фрагмент довоенной отделки. Слева печь-каменка, за ее медной дверкой уложены камни, а сверху чугунные ядра. В парной стоит ванна, но в русском сознании купание в ней казалось не очень гигиеничным. Парная была всегда предпочтительной. В парной не только мылись, в ней проходила целая церемония. Так, например, использовались веники от разных хворей. По соседству находилась комната отдыха кавалеров. В комнате отдыха кавалеров атмосфера более светлая, спокойная и прохладная. Здесь можно было насладиться выпитым напитком, на диване курительные трубки. К сожалению, и эту культуру Петр I привез из Европы. На столике предметы из стекла из петербургской придворной аптеки и прибор для отварения венозной дурной крови. Екатерина II прибегала к этой процедуре. За ширмой можно было надеть чистое сухое белье, перед зеркалом находится столик с туалетными принадлежностями кавалеров. Светские львы на рубеже 17-18 веков следили за своей внешностью не меньше, чем иные дамы. Здесь щетки для причесывания и чистки ногтей, флаконы для духов, щипчики для завивки усов. В центре этой комнаты расположен бассейн, в середине устроен огромный столб, сверху которого установлен шар, брызгало источник водных струй. Фонтанные струи били по периметру бассейна, включались они внезапно, что для купающихся в бассейне было неожиданным. Вода в водометы приходит тем же путем, что и вода в Нижнем парке, то есть это часть водопроводящей системы Петергофа. Фонтан работает без насосов, и вся вода фонтана уходит в Финский залив. В бассейне гости купались в специальных платьях для купания, а те, кто просто наблюдал за ними, при включении фонтана тоже оказывались промокшими.